Здравствуйте, друзья! Я юрист Валерий Табаков. Хочу в этом видео вам прорекламировать свои услуги правовые. За все время своей практики я, друзья, помог сотням людей вернуть свои права от споров с банками, с налоговой, с коллекторами, трудовые споры, жилищные споры, снижение долгов и получение справедливых пенсий и субсидий, ну и другие подобные вещи. Сегодня я сделаю подробный и глубокий разбор всех важных изменений в законах Украины, которые вступили в силу или начали активно применяться именно с марта 2026 года в Украине. Почему март такой горячий? Потому что с 1 марта произошла ежегодная индексация украинских пенсий на 12,1%. Также изменились правила адресной помощи семьям погибших и пропавших без вести военных. Обновились механизмы субсидий и льгот на ЖКХ. Вступили новые нормы по трудоустройству людей с инвалидностью. Изменилась процедура приостановки трудовых договоров. Стартовали обсуждения жестких мер для уклонистов от мобилизации. Плюс национальный кэшбэк теперь работает по-новому. 5 или 15% вместо 10%. Изымают также старые банкноты и многое другое. Если вы пенсионер, получаете субсидию, платите или получаете алименты, работаете или работодатель, имеете кредиты, долги или просто хотите защитить свои права, в это непростое время это видео для вас. Я разберу все по полочкам с примерами, расчетами, реальными кейсами из практики, а также важными предупреждениями о том, чтобы вы не потеряли деньги или не попали на штрафы. Запасайтесь чаем, кофе. Видео будет объемное, полезное. В конце я расскажу, как получить мою личную консультацию со скидкой. И да, если видео окажется полезным, ставьте лайк уже сейчас. Это сильно помогает каналу расти и делать больше такого контента, практически бесплатно для вас. Поехали. Итак, пенсии и социальные выплаты. Начнем с самого массового изменения. Это индексация пенсий и страховых выплат с 1 марта 2026 года. Правительство постановлением номер 236 от 25 февраля утвердило коэффициент 12,1%. Это значит, что расчетный размер пенсии, та часть, которая зависит от стажа и зарплаты, увеличивается именно на 12,1%. Почему 12,1%? Это превышает инфляцию за 2025 год, которая составляет около 8%. И это формально хорошо. Минимальная надбавка 100 гривен, максимальная до 2595 гривен в зависимости от вашей пенсии. Перерасчет касается всех, кто вышел на пенсию до 31 декабря 2025 года включительно, и работающих, и неработающих пенсионеров. Практика, например, такая есть. Клиентка 68 лет. Пенсия была 4800 гривен. Стаж 38 лет. После индексации плюс 580 гривен. Итого около 5380 гривен. Но есть важный нюанс для тех, кто вышел на пенсию после 2021 года. Индексация часто урезана, не учитывает полную среднюю зарплату по стране.
Верховный суд уже признавал это незаконным, но правительство продолжает так делать. Если ваша пенсия маленькая, несмотря на большой стаж, приходите на консультацию, я помогу подать жалобу в Пенсионный фонд Украины или в суд на перерасчет. Еще одно изменение марта – это адресная помощь семьям погибших или пропавших без вести военных. С 1 марта вступило правительственное разрешение от февраля 2026 года. Выплаты стали более адресными, с жестким учетом доходов семьи, состава и других факторов. Если вы в такой семье, срочно проверьте, не нужно ли переоформить документы, иначе можно потерять часть помощи. Также выросли некоторые доплаты для внутренне перемещенных особ и семей с детьми в отдельных программах. Но помните, если есть долги по алиментам или вы уклоняетесь от мобилизации, выплаты могут ограничить. Совет. Фотографируйте все уведомления от пенсионного фонда. Храните справки. Если надбавка пришла меньше ожидаемой, пишите претензию в пенсионный фонд в течение 3 месяцев. Я составляю такие претензии под ключ, и ссылку вы найдете в описании на электронную почту. Далее. ЖКХ, субсидии, льготы. Коммуналка остается одной из самых болезненных тем. Мораторий на рост тарифов на газ, отопление, горячую воду продолжается из-за военного положения, но с марта 2026 усилился контроль за субсидиями и льготами. Ключевой момент. Субсидии и льготы теперь назначают с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи за последние 6 месяцев. Порог не больше прожиточного минимума. Около 3209 гривен на человека в 2026. Но для льготников может быть другой. Если превышает, субсидию уменьшают или отменяют. Пример расчета. Семья из 3 человек, доход 15 тысяч гривен в месяц. Доля на коммуналку не должна превышать 15%. Пример. Если превышает, субсидия покрывает разницу. Но если в семье есть незадекларированный доход, аренда, работа в черную, ПФУ проверит через реестры и снимет помощь. С марта также ужесточили верификацию. ПФУ автоматически проверяет данные через госреестр. Если изменился состав семьи, доход, имущество, сообщайте в течение 30 дней, иначе переплата и возврат средств. Отключение за долги реализуется только после письменного предупреждения и суда. Если отключили без этого, это незаконно, и через суд можно взыскать плюс компенсацию морального вреда. Есть личные рекорды 12 тысяч гривен клиенту за моральный вред. Абонплата в квитанциях выросла из-за новой минимальной зарплаты 8647 гривен с января. Поэтому совет: делайте фото квитанций каждый месяц. Если имеется спорный долг, претензия поставщика, жалоба в НКРКУ, я с этим помогу. Пишите на электронную почту с темой ЖКХ. Первым 15 отвечу так. Далее, по алиментам. Алименты привязаны к прожиточному минимуму для детей с марта 2026 без изменений в базовых суммах, но жестче учет при назначении других пособий. Минимальный гарантированный размер 50% до 6 лет 1408 гривен, 6-18 лет 1758 гривен, но рекомендованный
размер вдвое больше. Если алименты официальные, через суд или нотариуса, их вычитают из дохода при расчете единого пособия или субсидии. Если не платите, то считают по минимуму, что уменьшает помощь получателю. Приставы, исполнительная служба активно взыскивают через банки автоматически. Если долг более 10 тысяч гривен, то тогда арест счетов, запрет выезда прав. Практика. Клиент-должник, долг 120 тысяч гривен. Через мировое соглашение снизили на 35%, рассрочили на 3 года без пени. Если у вас похожая ситуация, пишите в комментариях или на почту. Ставьте тему «Алименты», я помогу оценить шансы. Трудовые права. С марта 2026 новое правило работодателей по квотам инвалидов. Утвержден порядок расчета средней зарплаты для взноса в фонд поддержки занятости инвалидов. Штрафы за невыполнение квот выросли. С 14 марта изменилась процедура при остановке трудовых отношений во время военного положения. Упростилась для работодателей, но работник должен быть уведомлен. Минимальная зарплата 8647 гривен. Все, что ниже, это нарушение, и поэтому можно жаловаться в Гоструда. Военное положение продлено. Увольнение по собственному желанию, отпуска без сохранения зарплаты, все остается как раньше. Но штрафы Гоструда выросли. Если зарплата в конверте, требуйте официально, иначе потеряете стаж для пенсии. О мобилизации и уклонистах. В марте 2026 парламент начал рассматривать законопроекты о жестких мерах для уклонистов. Блокировка счетов, выезда прав аналогично алименщикам. Реформа мобилизации идет. Больше цифровизации через оберег, Дию. Бронь оформляется быстрее. Нет сужения прав инвалидов в марте. Если вы военнообязанный, проверьте статус в ТЦК. И если повестка пришла вам неправильно, то обязательно обжалуйте. Я с этим могу помочь. О кредитах, долгах, ФОП, налогах и национальном кэшбэке. Онлайн-кредиты под жестким контролем. Самозапрет через Дию работает. Коллекторы должны работать только официально. Если есть угрозы, то тогда штраф. Для ФОП ЕСВ 22% от минимальной зарплаты, 1900 гривен в месяц. Военный сбор нужно платить вовремя. Национальный кэшбэк теперь 15% на товары с импортом более 35%. Одежда, косметика и так далее. 5% на остальное. Изъятие старых банкнот от 1 до 10 гривен 2003-2007 годов. Их нужно менять на монеты. И, друзья, мы разобрали все, что принес 26 год, какие изменения в правовом положении. И большинство этих изменений, нужно сказать, что в вашу пользу, если только знать свои права и действовать своевременно. Если у вас ситуация, то не тяните, пишите в комментариях вопросы, я все прочитаю. Или по ссылке в описании на электронную почту. Консультация, приблизительно за 20 минут, стоит 490 гривен. Я разберу документы, стратегию, суд или внесудебное решение конфликта. Подписывайтесь, ставьте лайк, колокольчик. Скоро апрельские изменения. Берегите себя и соблюдайте свои права. С вами был Валерий Табаков, юрист.
До новых встреч!